Привет, мой любимый зритель! Привет из жаркого Египта! Сегодня я вам расскажу очень интересную, такую поучительную, немножко печальную историю, но с хорошим концом. Вот у меня в руках крем для пяточек, который подарила мне одна девушка очаровательная, которая приехала из Белоруссии выходить замуж в Хургаду. Сейчас постараюсь все подробно рассказать. Присаживайтесь, берите себе чай, кофе, что-нибудь вкусненькое, печенюшечки и слушайте эту историю. Дело было так. Познакомились мы совершенно случайно. И, как она мне поведала, что еще в отеле познакомилась с молодым человеком. Они много гуляли, много общались, пока она была в отеле. И потом, по возвращению в Белоруссию, она тоже очень много с ним переписывалась, общались, разговаривали на разные темы. Ну, понятно, СМС, там, звонки и так далее. И вот спустя какое-то время она приехала в Хургаду, как бы насовсем, со своими вещами главными, с ноутбуком, с бизнесом. Вот. И, значит, она решила создавать здесь семью. Ей около 30 лет, хорошенькая, такая толковая, интересная, тоже из тех, которые любят постоянно учиться. Она сняла квартиру, так красивенько все сделала в квартире, купила шторки новые, покрывало на кроватку купила новое, на диванчик покрывала. В общем, так все, цветочки всегда у нее были, даже какие-то гирляндочки блестящие. То есть сделала из обычной египетской квартиры очень уютную квартиру, где можно было бы проживать им двоим. Она была в восторге, потому что каждый день была такая бурная, жаркая восточная ночь. Все ей очень нравилось. Но, как понимаете, для счастья одной бурной восточной ночи недостаточно. Для счастливой семейной жизни нужны совсем другие качества. Мы с ней систематически встречались, и я за ней наблюдала так внимательно. И как-то вижу, она как-то через месяц-полтора, как-то у нее меньше настроения стало, как-то она так поменялась немножечко. Я говорю, у тебя все хорошо? Она говорит, да, все хорошо. Сейчас пытаюсь там свой бизнес раскрутить и так далее. Однажды я пришла к ней домой. Она там всего накупила, и на кухню накупила, и корзиночки, и там всякие прибамбусики. Ну, то есть уже в квартире стало просто шикарно от новых вещей, от того, что все было очень так со вкусом разложено. Ну, такая настоящая хозяйственная девушка. У женщин бывает такое, когда кажется, что вот мужчина прям ее, и вот уже семья, и вот будет ребеночек впереди. Вот такая иллюзия уже там нарисована перед глазами. И вот тогда такое, знаете, вот хочется прям все так красивенько сделать, что так было уютненько, чтобы он домой бежал, ля-ля-ля, тролливали. Ну, это вот так нас учили наши фильмы, наши родители. В общем, такая у нас жизнь была. Это все вот эти страны постсоветского пространства. Еще спустя какое-то время нашего общения я стала замечать, что она как бы в разговоре начала проваливаться. То есть вот беседую, а человек как будто бы отключается. Я думаю, ну вот уже началось, когда рядышком токс, когда он погружает тебя в неопределенность, в нелогичность, в неизвестность, ты начинаешь очень много думать, потому что ты начинаешь видеть вот эти несостыковки, и ты пытаешься как-то сделать такое логическое заключение, а это невозможно. Потом еще спустя какое-то время я заметила у нее на теле, вот тут вот, особенно в области груди и шеи, такие прыщики. Я говорю, а что это? Она говорит, ну это я, наверное, со всякими людьми общаюсь, и это, наверное, магия какая-то. Я говорю, послушай, говорю, это не магия, это твой организм тебе говорит, беги, разворачивайся и беги, дорогая, беги. Когда уже начинает проявляться психосоматика, она уже вам всяким образом будет говорить, что рядышком с вами манипулятор,
с вами токсичный человек, с вами хищник. И если вы не будете обращать внимание на вот эти первые признаки психосоматики, это вот такое странное ощущение, прыщики могут появиться на теле в разных местах, причем в очень заметных, чтобы вы уж точно это заметили. Или другие люди заметили и помогли. А потом сразу цвет лица может меняться. Ну, то есть женщина свое несчастье, она должна заметить. Они становятся очень такие замороченные, погруженные в себя, постоянно какие-то раздумья, меньше улыбаются, меньше радуются жизни. Ну, то есть это вот начало такой, знаете, зависимости, больной любви. Я ей попыталась объяснить, говорю, смотри, дорогая, сначала у тебя будет вот это, потом тебя ждет вот это и так далее. Ну, она как-то так странно на меня смотрела, но случился такой случай, она переезжала из одной квартиры в другую, и когда этот товарищ ее перевозил, он, значит, сказал 600 фунтов за то, что я тебя перевозил. Она говорит, подожди, то есть ты хочешь взять с любимой женщины деньги за то, что ты просто помог перевезти вещи с одной квартиры в другую? И вот после этого случая она как-то все осознала, она поняла то, что я ей проговаривала, чистейшая правда, что все те чувства, которые она испытывала, я ей говорила об этом, говорила о том, как будет реагировать тело на те или другие поступки, что у нее будет происходить с ее нервной системой. И она в один прекрасный момент все продала тут, собрала вещи, какие-то вот мелочи мне оставила, среди них вот этот крем, который я недавно нашла в ванной, и уехала в Белоруссию. Она учится, она повышает свою квалификацию, она много работает над собой. Девочка умница, красавица, все у нее впереди. И я ее очень уважаю, я ее очень часто вспоминаю. И когда нашла этот крем для пяточек, я захотела рассказать вам эту историю. И это такой крем, как она сказала, она купила где-то в египетском магазине. То есть, если вы мажете пяточки, они становятся более красные. Но это как бы вот так вот они здесь любят, как она мне сказала. Я такого не знала, но вот. Она хотела, ему нравится, хотела быть желанной, любимой. Вот. Ну вот. Даже она сказала, что если намазать на пяточку, надо потом быстренько ручки помыть. Но я-то не помою, поэтому я останусь с красными пальчиками. Вот. Так. И потом это смывается. И буду, ну да, вот смотрите. Вот я уже тру, уже все. Уже не смывается. Видите, вот такие будут красные пяточки у вас. И это как бы очень эротично. Ну, так она мне пояснила. Я не знаю, не интересовалась этим. Вот. Этот крем мне напоминает об этой истории, о том, насколько я ее уважаю за то, что она приняла такое правильное решение. Что бы было бы, если бы она не уехала, начала бы его лечить, воспитывать, долюбливать. Знаете, как нас учили долюбливать, любить, вернее, вопреки всему. Наши фильмы токсичные, наши сказки, на которых мы выросли. В общем, другими словами, нас как-то, мне кажется, предали вот этим всем. И мы такие везде, знаете, ищем любви, ищем, чтобы нас признали, долюбили. Так хотим быть такой незаменимой. Боже мой, нужно лишь просто быть собой. Это такой кайф быть собой. Ну а теперь поговорим о том, что бы случилось, если бы она осталась здесь жить с ним. За эти несколько лет он бы уже ее психически раскачал, выжил бы с нее весь психоэмоциональный ресурс, потому что в любом случае был нарцисс. Вот. Скорее всего, он бы пользовался ее деньгами, потому что у нее на финансовом фронте все хорошо.
В общем, за несколько лет он бы выжимал с нее все ресурсы, которые можно было бы, ну а потом сплавил бы как-то, в общем, что-то бы придумал. Это самый лучший способ. Еще способ есть другой, что очень часто женщины болеют разными болезнями. Это вы можете набрать в Ютубе, чем болеют женщины, которые находятся в отношениях с нарциссами и психопатами. Я почему могу об этом говорить с такой уверенностью? Потому что у моей подруга работает в онкологическом центре в Москве. И, конечно же, 80% пациентов в этой клинике – это вот партнеры нарциссов и психопатов. Хотела бы вам еще сказать такую одну вещь интересную, для чего нужны нарциссы. Вот эмпат, он такой оголенный, то есть он как бы без защиты. Он такой нежный, чувствительный, такой весь вот эмпатичный. Есть вообще суперэмпаты. Вот. Ну, а нарциссы, психопаты – это люди без эмпатии. Они вот в такой броне находятся. Ничего не чувствуют, никого не любят, не способны на сопереживание и какую-либо теплоту. И когда в отношениях встречается эмпат и нарцисс, вот от этих поступков всяких непонятных у эмпата нарастает вот тут защита. Нарастает эта бронь такая вот нужная для дела, и все. То есть, другими словами, эмпат получил это расширение. Он теперь четко выставляет границы, он теперь с удовольствием говорит «нет». То есть, это идет такой рост для эмпата, расширяется. Он расширяется, увеличивается. Для нарцисса и психопата очень важно, чтобы рядом были какие-то люди эмпатичные, которых он сможет дергать и которыми он сможет пользоваться, потому что он не может стать эмпатичным, эмпатии вообще нету в его настройках, он может только пользоваться эмпатией других людей. Поэтому нарциссичные люди следят за тем, чтобы вокруг них были всегда эти люди эмпатичные, нежные, светлячки, чтобы они ими могли пользоваться. Вот. Когда эмпат набрался вот этого расширения, расширился, здесь вырастил бронь, он отходит, он уже целостный, то есть он уже такой укомплектованный, он может жить очень классно, самодостаточно, он уже, в общем, на ступень выше. Нарцисс, психопат, он остается на своем уровне, он дальше в поисках ресурсов, дальше в поисках людей. Это все необходимо ему как воздух. То есть вот основная причина, почему у нарциссичных людей так много партнеров. Они всегда в поисках вот этого ресурса. Все хорошо, когда все хорошо заканчивается. И мы с этой девушкой общаемся, переписываемся. У нее все хорошо, она работает, учится. Нарциссичных людей сейчас много во всем мире. Не привязывайте это к Египту. Очень много их в Индии, очень много в Турции. И когда вот вы уже попали в такую зависимость глубочайшую и не поняли, кто перед вами, вот тут может начаться не очень приятный период в жизни, вплоть до болезней, вплоть до того, что люди ускоряют свой уход туда, где большинство. Мне бы хотелось вам, мои дорогие зрители, девочки, мальчики, пожелать разбираться в людях, особенно на первоначальных этапах. Уже очень много информации на эту тему есть в интернете. И знаете как? Вкладывайте энергию в себя, вкладывайте ресурсы в себя. В нормальных здоровых отношениях никогда кто-то не может быть на первом месте у вас. На первом месте у вас должны быть вы, ваши чувства, ваши эмоции. На первом месте должна быть самореализация. Я вам всем желаю счастья, я желаю вам любви к себе в первую очередь, правильной любви, здоровой любви к себе. Потому что если вы будете себя любить здоровой любовью, никакие патологические личности не смогут к вам приблизиться. Таким образом, ваша жизнь будет проходить в счастье, в любви, в развитии. Ну что ж, на сегодня все. История закончена. Надеюсь, она вам понравилась. Для кого-то была поучительной.
Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал. Обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. Ну и, конечно же, с вас лайк. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.